Всем привет! Что наша жизнь? Погоня за капустой. И сегодня это в буквальном смысле. Готовим 3 блюда из капусты. Их подать к столу не стыдно, а если съедят, не жалко. Ведь по цене она доступная. И по рецептам, которые мы для вас подобрали, ее можно есть с удовольствием хоть каждый день. Итак, начнем с простых и быстрых капустных коржиков. Этот рецепт очень популярен в Азии. Главное не жарить сразу сырую капусту, она будет сухой и невкусной. Перед приготовлением ее стоит замочить на 10 минут в соленой воде или обдать кипятком. По первому рецепту сделаем еще и фиолетовую капусту. Подбирая рецепты к этому видео, мы на днях готовили пирог из фиолетовой капусты и сыра. Он получился приятным на вкус. Единственное, что нас смутило, это синюшный цвет, как у смурфиков. Далее чистим и нарезаем 2 красные луковицы. Следующим этапом берем сначала белокочанную капусту, отжимаем воду и тонко шинкуем ножом или блендером. Затем то же самое повторяем и с фиолетовой капустой. На один блин нам потребуется половинка небольшой капусты, 1 луковица и 3 яйца. Их взбиваем вилкой и добавляем в миску. Немного соли, 2 столовые ложки легкого соевого соуса, пол или 1 чайную ложку белого перца, 1 столовую ложку обычной муки и 2 столовые ложки кукурузной. Как следует все перемешиваем. На сковородку наливаем растительное масло. Без него капуста подгорает даже на тефлоновом покрытии. Выкладываем капусту и жарим на среднем огне 3-5 минут под крышкой или под фольгой. Тем временем нарезаем несколько сосисок. В нашей семье самые любимые это венские. А вы какие любите? Пишите в комментариях. Затем с помощью деревянной тарелки легко переворачиваем блин. Берем 1 яйцо, перемешиваем и смазываем им корж. Теперь выкладываем сосиски. Наносим на колбасу немного растительного масла. Из-за того, что у нас нет крышки на большую сковородку, мы заранее разогрели другую сковороду и теперь с небольшим усилием прижимаем ее к фольге. Когда сосиски сцепились с яйцом, смело переворачиваем корж и готовим еще 2 минуты до золотистого цвета. И посыпаем кунжутом. Сосиски, как символ постоянной детской любви, даже с обычной капустой, покажутся ребятушкам бомбическими. Как сказала моя дочь, любительница аниме, что в переводе с японского изумительно. Вы также любите аниме, как и Тоня? Если да, то пишите в комментариях названия любимых. Еще один блин из белокочанной капусты мы приготовили уже без сосисок, а вместо муки добавили 3 столовые ложки манки. Подаем в японском стиле с соусом унаги и стружкой сушеного тунца бонита, которая осталась, кстати, у нас после видео топ-3 блюда Японии. С манкой блин получился более нежным и сладким. Переходим к фиолетовой капусте. Делаем также все, как и в первом рецепте. Только вместо муки добавляем 3 столовые ложки манки, 1 столовую ложку сахара и вместо соевого соуса 50 мл бальзамического уксуса. Именно уксус, как утверждают специалисты, прекратит диверсию синего цвета и капуста останется приятного сиреневого оттенка. Фиолетовая капуста намного плотнее, чем белокочанная, поэтому готовим ее 5-6 минут под крышкой на маленьком огне, а затем переворачиваем. Жарим еще 3 минуты. После этого снимаем с огня. Капуста действительно получилась аметистового цвета. Смазываем сверху яйцом и дожариваем на медленном огне под крышкой еще 3 минуты.
Как вам такие цвета? Да, уксус остановил синее наступление смурфиков, а яйцо наоборот. Разукрасило блин в разные цвета. Ладно, грехи яйца маскируем луком и пробуем. Минус этого блина лишь в том, что он более плотный, чем из обычной капусты. Но на вкус он превосходный, еще и на порядок полезней. Чтобы на камеру не быть вялой, как зимняя муха, я сразу подключила мужа к муторному делу. Надо вырезать середину у 3-килограммовой белокочанной капусты. Для начинки берем сухари или 2 ломтика белого хлеба и замачиваем в воде. Мелко нарезаем 1 красную луковицу и соединяем ее с 1 килограммом фарша. Отжав хлеб от воды, кладем его в миску. Разбиваем 2 яйца. Добавляем 1 чайную ложку душистого перца, 1 чайную ложку мускатного ореха и соль по вкусу. А теперь все перемешиваем. Не сворачивая с пути благоразумия, даем попробовать на соль фарш тому, кто ступил на эту скользкую тропинку давным-давно и получает от этого массу удовольствия. Выкладываем начинку в капусту, и неожиданно Андрей достает козырь из рукава. В фаршированную капусту он добавляет фаршированный перец. Далее в стеклянную форму помещаем капусту фаршем вниз и запекаем при температуре 200 градусов в 30 минут. Не теряя времени, приготовим простой и вкусный гарнир из сезонных продуктов. Для него берем морковь, тыкву и 2 красные луковицы. Очищаем продукты и нарезаем все на средние куски. В сковородку наливаем растительное масло и обжариваем на сильном огне, часто помешивая 5 минут. Далее солим, добавляем смесь перцев и перец чили. Вливаем 200 мл воды, 200 мл красного полусладкого вина и через несколько минут завершаем все стаканом краснодарского соуса. Все соединяем и выкладываем в стеклянную форму вместе с капустой. Накрываем фольгой и будем запекать еще 1–1,5 при температуре 200 градусов. За это время мы успеем приготовить 3-е блюдо из совойской капусты. Разбираем головку и отделяем середину. Отправляем листья в микроволновку на 7 минут или варим их 2–3 минуты. Подготавливаем воду и добавляем лед. Теперь капусту погружаем в ледяную воду и потом отжимаем. Сердцевину капусты нарезаем на произвольные кусочки. Далее разогреваем растительное масло, на сковородку высыпаем любые замороженные овощи и совойскую капусту. Как только капуста изменится в цвете, пересыпаем овощной микс в салатник и туда же 600 грамм фарша, пол-чашки зеленого лука, 1 столовую ложку сухого корня петрушки, 1 столовую ложку базилика и чайную ложку белого перца. Солим. Разбиваем 2 яйца и кладем 150 грамм моцареллы. Перемешиваем и переходим к капусте. В глубокую миску с пищевой пленкой выстилаем листья с нахлестом вверху. Далее внутрь выкладываем начинку, чередуя ее с капустой. Завернув листья внутрь, закручиваем пленку вокруг капусты, формируя колобок, и кладем его в тарелку узелком вниз. Разрезав пленку, на капусту выкладываем бечевку, связанную в центре. Нити равномерно распределяем по всей поверхности и сверху накрываем глубокой тарелкой. Переворачиваем, завязываем бечевку и отрезаем лишнее. Капусту помещаем в кастрюлю и вливаем мясной бульон из кубиков. Варим 1 час на среднем огне, это около 180 градусов.
Разрезаем бечевку, перекладываем готовую капусту на другую тарелку и освобождаем от нитей. Я вам обещаю, что это самая богическая версия голубцов на моей памяти, особенно в тандеме с краснодарским соусом. Это безумно вкусно. Такое хорошее блюдо можно съесть дважды. Главное оставить еще немного места, так как в духовке еще одно блюдо. Теперь выкладываем все на стеклянную тарелку. Здесь пахнет любовью. А по-моему, капустой. Вы только посмотрите, какой получился гарнир. Какая глянцевая текстура. Супер. Втыкаем в капусту 2 шпажки и разрезаем ее пополам. А теперь сдабриваем капустный колобок подливой из гарнира. Вкусно? Пишите в комментариях, на какой рецепт ваш желудок отреагировал урчанием. Как думаете, стоит продолжать капустную тему или пора остановиться? Оставляйте внизу свои мысли и ставьте лайки. Всего 35 тысяч лайков внесут ясность в этом вопросе. А если понравилось видео, обязательно делитесь им со своими друзьями. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!